Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об остеохондрозе. Об остеохондрозе как причине большинства хронических заболеваний. То есть мы настолько привыкли к этому слову, что не придаем ему значения. Тем не менее, остеохондроз гораздо коварнее, чем мы думаем. И почему? Я попробую рассказать в этом ролике. То есть давайте посмотрим, как вообще устроен человек, да? И откуда идет управление всеми органами, руками, ногами, почками, желудком и так далее. Управление идет из головного мозга, через спинной мозг и через нервы. Так вот, если где-то сигнал пережимается, то орган начинает работать неправильно. Например, он начинает неправильно кровоснабжаться. Таким образом, он начинает болеть. Хотя, несмотря на то, что в нем на самом деле нет никакого повреждения. Но его функция упадет, если пережмется нерв. Да, это как короткое замыкание на проводке. У вас лампочка будет мигать. Она не будет работать плавно, синхронно. Потому что есть короткое замыкание. Что-то подобное происходит при передаче сигнала в нервах. Если какой-то корешок поджат, то нерв, управляющий тонусом сосудов, их сожмет. И тогда у вас, например, станут холодными ноги, или почки не будут получать достаточно крови, или печень, или желудок. Да? И, соответственно, в условиях нехватки крови орган начнет страдать, или допустим, сустав начнет страдать, и так далее, и так далее. Так вот, где же здесь связь с остеохондрозом? А связь очень простая. Когда диск проседает, то мышцы сокращаются. А сокращаясь, они увеличиваются в толщину. И это напряжение, оно создает отек. Я думаю, что зажимает именно жидкостный отек. Мышцы, жидкостный отек, застой этот лимфы или еще чего-то, застой жидкости. Он зажимает эти корешки, но это зажатие, оно совсем небольшое. Поэтому функция, она продолжается, но она снижается, допустим, на 10, 20, 30%, в зависимости от того, насколько поджато. И человек вроде бы не чувствует боли, но орган уже не работает в полную силу, именно из-за того, что поджаты корешки. И те позвоночные сегменты, которые подвержены остеохондрозу, они на 100% будут искажать этот сигнал. То есть поджимать корешки. То же самое можно сказать о грыже, о смещенных позвонках. То есть они будут зажимать корешки, и, соответственно, будет падать мышечный тонус, либо наоборот нарастать, будет нарушаться кровообращение и так далее. Поэтому остеохондроз гораздо коварнее, чем мы привыкли думать. И нельзя недооценивать этого заболевания, да, потому что за остеохондрозом сразу последует нарушение, снижение функций в каком-то органе или в каком-то суставе, в какой-то части тела и так далее, и так далее. Поэтому надо уделять этому внимание и обязательно избавляться от него. Надеюсь, что это было просто и понятно. Всем удачи!